Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что скоро случится в вашей жизни? Какие события произойдут? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, что сейчас происходит у вас в жизни. Вот знаете, хочется почему-то сказать, что вот у вас в голове сейчас такая вот фраза, да, вот хватит страдать, хватит бояться, надоело переживать, вот надоело. Вот вы настолько устали переживать за свою личную жизнь, вообще за все устали. Вы вот знаете, как выжатый лимон. И вам просто уже это состояние надоело. Возможно, кого-то друзья спасают, помогают от вот этих негативных мыслей всех. В беде, когда вам плохо, трудно, да, вас вытягивает куда-то поразвлечься, может быть, на какие-то посиделки, на рыбалку, на охоту, куда-то еще, друзья, да. Но вот это состояние, что хватит, надоело страдать, сколько можно, да. Вот вы стараетесь как-то вот отгонять вот это состояние. Надоело, устали чувствовать себя несчастным, да, устали просто от этого. Так, что еще происходит в вашей жизни? Жизнь довольно умеренная у вас сейчас. Сказать, что в ней какие-то интересные события происходят, но я не могу совершенно. Очень как-то скучно, обыденно, да. Но за исключением, может быть, немного там ваши, как я говорила, друзья-приятели. Вас немножечко так будоражат, да, веселят. Хотя веселиться особо-то и не хочется. Тотальное ощущение одиночества. Вот вы устали от этого ощущения одиночества, да, вы хотите его прогнать, вы уже хотите, чтобы наконец-то поменялась ваша жизнь в лучшую сторону. Именно имею в виду касательно личной жизни, потому что, ну, женщины для серьезных отношений я сейчас не вижу. Вы успешный, вы самодостаточный мужчина. Вы, в общем-то, такой целеустремленный товарищ. То, что вы себе запланировали, ну, как правило, вы добиваетесь. По крайней мере, вы делаете все для того, чтобы добиться своей цели. У вас, да, у вас и есть люди, которые могут вам помочь в трудную минуту, но опять же, это не ваша половинка, да, и вас это немного угнетает. Вам хочется уже каких-то новых отношений, вот хочется какого-то драйва, знаете, вот хочется перемен именно в личной жизни. Так, давайте-ка посмотрим, какие же события у вас начнут развиваться в ближайшее время. Что же скоро произойдет, да? И давайте, наверное, все-таки вот, я думаю, и вам будет удобнее. Попробуем вот такими блоками, да, сначала работа, потом немножечко по здоровью я пройдусь в общих чертах, и потом уже на закуску у нас будет личная жизнь, да, что будет в личной жизни, посмотрим. Итак, смотрим, что произойдет у вас финансы и работа. Я думаю, это тоже довольно важно, да. Так, значит, смотрите, на работе плетутся какие-то интриги. Возможно, нужно убрать кого-то, либо же сократить, да. Вот какие-то интриги, это могут быть интриги вашего начальства, скорее всего. Это как начальство проигрывает, да, либо устроить своего человека нужно на чье-то место, да, ну то есть кого-то подвинуть, кого-то уволить, либо же создать какие-то невыносимые условия, когда человек сам уходит. Поэтому будьте осторожны, у некоторых из вас проигрывается, что можете поменять свою работу. Либо же сами не захотите дальше работать, потому что, ну, или такие условия вам поставят. Могут урезать зарплату. Так, по работе что-то не очень мне нравится ситуация. Да, вот какие-то интриги. Может быть подстава, я вам скажу. Вот именно подстава касательно денег.
Обман в деньгах, кому-то недоплатят, да, кому-то задержат, возможно, ну вот что-то, какие-то интриги именно по поводу денег плетутся. Оно-то потом разрулится, эта ситуация, но может быть это или же 1 месяц, 2, ну да, какой-то небольшой период, вот могут быть какие-то проблемы с зарплатами, с деньгами. Оно решится, да, оно стабилизируется, но это через какое-то время, поэтому может, там кто может себе позволить, отложите какую-то там денежку на всякий случай. Да, я не люблю говорить на черный день, пусть черных дней не будет, но отложите про запас. Всегда должна быть какая-то копейка за душой. Так, дальше смотрим. Так, смотрим, что мы смотрим по здоровью. Да, я коротенько так пройдусь. Коротенько, коротенечко. Так, есть ли какие-то серьезные проблемы по здоровью? Нет, знаете, серьезных каких-то болезней, ничего такого нет. Проблема может быть вот поясница, спина, ну вот спина, да, вот почему-то мне идет такая мысль, что спину может прихватить так, что не разогнешься. Вот именно со спиной, особенно те, кто работает физически, будьте очень и очень осторожны. Ноги тоже, ноги могут болеть. Может проигрываться, что ноги могут болеть. Да, но спина, вот постоянно идет спина, ноги. Ну, то есть там, где нагрузка, вот поясница, да. Ну, ну, у всех разные отделы позвоночника могут беспокоить. Ну, то есть наибольший акцент, вот пока я вижу, спина и ноги, колени, то есть суставы, вот именно опорно-двигательный аппарат может обостриться. В принципе, так больше особо таких серьезных обострений я не вижу. Не вижу, ну и хорошо, да? Не, по здоровью все хорошо. Так что, ребятушки, можете пока не переживать. Ну и что, приплыли мы теперь к нашей любимой теме, да? Последний блок. Крайний блок, да, последний, говорят, лучше не говорить такое слово. О личной жизни. Что будет у вас в личной жизни? Так. А в личной жизни, ну, страхов, ну хоть добавляй. Вот вы настолько, вот не можете вы отпустить вот эти страхи, да, вот вас беспокоит постоянно вот этот вот страх, какое-то опасение, да, вот, чтобы женщина, вот новая женщина, не попалась такая, что снова будет вас нагибать, унижать, да, вытирать ноги, ну, то есть вот, ну это настолько в вас сидит глубоко, настолько вот как-то подсознательно, что ли, вот сидит этот страх. У вас будет новая любовь, ребятушки. Хотите вы того или нет. Причем вы очень так почему-то настороженно, с опаской отнесетесь к этой любви новой. У вас кардинальные перемены идет, совершенно новая женщина, новые отношения. Но вы поначалу будете настолько как-то вот, ну, с опаской маскироваться, что ли. Как будто, вот знаете, как будто подсматривать за этой женщиной новой. Что-то, ну, знаете, вас то ли насторожит что-то в ней. Вот эти ваши вот недоверия, подозрения, они все-таки вот, ну, не дают вам покоя. Ну вот не можете вы угомониться, да, вот еще не прошло это в вас. Вы настолько осторожно будете вступать в новые отношения, хотя, посмотрите, у нас туз кубков выпал. И вот это вот ваше состояние потерянности, ваша вот, ну такая вот разруха вашей личной жизни, да, вот с этой женщины она уходит. Поэтому можете не бояться, посмотрите, это все по колесу фортуны. Эта женщина вам даже может проиграться у некоторых для брака. Давайте посмотрим, что это за женщина. Так, женщина очень активная такая, деятельная. Я не могу сказать, что она прям такая при деньгах. Нет, она зарабатывает деньги, но очень так умеренно. Может быть, минималку даже получает, да. Только не надо сразу думать, что она по выгоде ищет. Нет. Женщина, вот знаете, она именно
для серьезных отношений. Она очень спокойная, уравновешенная, может даже ребенок у нее проигрываться, но маленький ребенок, еще совсем маленький, может быть, в садик, может быть, ходит. Она какой-то период не была вообще в отношениях, у нее были проблемы тоже в личной жизни. Она долго не могла встретить мужчину, с которым новые отношения могла бы построить. Поэтому вот вы с ней как-то, знаете, вот возьмете все в свои руки. Человек, с которым будет довольно комфортно. Вот комфортно просто даже поговорить, да, я не беру постель сразу во внимание. Да, это немаловажно, но еще должно быть какое-то родство душ между людьми. Поэтому с этой женщиной, вот, ну, знаете, вот смотришь на расклад, и почему-то вот у меня такое, знаете, вот энергетика вот умиротворения идет. Настолько человек вот не конфликтный. Вот она абсолютно не конфликтная женщина. Она очень мудрая, очень умная. Она умеет сглаживать острые углы. Она вот именно для семьи, она хорошая хозяйка. Эта женщина привыкла, ну, у нее были такие довольно сложные финансовые периоды в жизни. Она, может быть, даже сейчас привыкла экономить немного деньги, плюс она немного зарабатывает. Поэтому она, знаете, вот и в то же время она не гонится за деньгами. Вот что очень важно. Она не ищет себе спонсора. Она настолько вот такой чистой души человек, очень светлый человек. Она живет вот по совести. Таких сейчас мало, но тем не менее. Поэтому вот вы настолько вот вам, ну, как-то возьмете бразды правления, да, вот еще раз говорю. Вот вы ее как будто под крылышко свое возьмете, и причем без опасения это произойдет. Да, поначалу у вас будет так вот осторожно, вы будете входить в эти отношения. Но потом настолько вот вам будет комфортно, вот именно душевно комфортно с этой женщиной. Это то самое состояние, когда вам хочется приходить домой, да, когда тебя ждут с теплым ужином, когда ты знаешь, что тебя выслушают, поддержат, там будут тебя холить или леять. Вот женщина именно такая, знаете, вот она по типу мне маму напоминает. Вот что-то у нее такое есть, вот эта вот заботливость, вот эта теплота, трепетность, нежность какая-то, да. Вот вы, наверное, сейчас многие подумаете, что сейчас таких женщин не бывает. Да нет, есть такие женщины, поверьте мне. Есть разные женщины. Да, большинство, конечно, не таких. Мир изменился, к сожалению. Но все-таки женщин, которые довольно заботливые, нежные, ласковые, понимающие, все-таки есть. Поэтому не упустите свою такую нежную, заботливую, довольно жизнерадостную женщину, которая с вами будет и в горести, и в радости, и это будет ваше маленькое, такое тихое семейное счастье, чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!